Привет, друзья! С вами Лада, и в этом видео я предлагаю вашему вниманию интересную идею того, что можно сплести из наших любимых газетных или бумажных трубочек. Я обожаю украшения, я обожаю кулоны, правда ношу их очень редко, но все равно обожаю их делать своими руками. И как-то я делала кулоны из газетных трубочек, но в другой технике папье-маше, а недавно подумала, а что если сплести кулон? И действительно, я попробовала, и мне очень понравился результат. В этом видео мы с вами сплетем кулон из газетных трубочек очень простым способом. Я покажу как. Обязательно поставьте лайки. Я очень-очень старалась. И пишите в комментариях ваше мнение. Ну а мы начинаем. Для плетения этого кулончика я накрутила тоненькие трубочки. Эти трубочки я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги и специальным образом их обрабатываю, чтобы они были мягкие при плетении, податливые, пластичные. И в этих видео я показываю подробные процессы, как крутить и как обрабатывать газетные трубочки. Конкретно эти трубочки я крутила на очень тонкую спицу 0,9 мм в диаметре, и ширину полоски я брала 5 см. Помимо газетных трубочек мне еще понадобится любая пустая небольшая коробка и зубочистки. На коробке я уже заранее циркулем начертила небольшой круг диаметром где-то 8 см, и сейчас я зубочистки вставляю по всей длине этого круга, буквально на половину глубины. Вот такая незамысловатая конструкция получается. Это, можно сказать, каркас, можно сказать, это стойки, по которым мы будем сейчас плести нашими рабочими газетными трубочками. И я беру две газетные трубочки, срезаю концы их под небольшим углом и начинаю ими оплетать эти зубочистки по кругу. Это плетение веревочкой в две трубочки, достаточно распространенный узор в плетении. Здесь все очень просто, мы с вами рабочими трубочками оплетаем каждую зубочистку, то есть одна рабочая трубочка идет за зубочистку, вторая перед. Когда рабочие трубочки заканчиваются по всей длине, я их наращиваю. Но здесь, конечно, я нарастила трубочки не очень аккуратно, лучше всего это делать незаметно, прямо за стоечкой, и чтобы наращивание у нас пряталось за саму зубочистку. Но мне кажется, это не страшно, потому что по ходу изготовления этого кулончика места наращивания скроются за другими трубочками и будет все достаточно аккуратно. Как только я проплела 3 ряда этими рабочими трубочками, я сейчас достаю всю эту конструкцию и вынимаю зубочистки. На самом деле рядов может быть столько, сколько вам угодно, но имейте в виду, чем больше рядов, тем более толстый кулон у вас получится. И мы сейчас имеем вот такую длинную цепочку из проплетенных газетных трубочек. Концы у этой цепочки я запечатываю полимерным клеем, чтобы они не развалились у нас, и фиксирую все это прищепкой, на некоторое время оставляю, пусть все подклеится. И сейчас я из этого буду формировать будущий кулон. То есть я эту цепочку из газетных трубочек укладываю в небольшие такие кольца друг на дружку, и все это фиксирую ниточкой, чтобы не развалилось. И сейчас я беру другую газетную трубочку, разминаю ее по всей длине пальчиками, чтобы она была мягкой, податливой при оплетании, и начинаю всю эту конструкцию оплетать, фиксируя кончик в самом начале. Делаю это оплетание неравномерно, то есть какие-то витки расположены близко друг к другу, какие-то далеко. Мне кажется, так интереснее смотрится все это дело. Как только закончила обвивать всю эту конструкцию, я прячу кончик, прячу его с изнаночной стороны прямо внутрь вот этих самых витков. По сути, наша основа для кулона уже готова. Даже не то чтобы основа, это можно использовать уже и как полноценный кулон, будет интересно, оригинально смотреться. Но мне показалось, что интереснее сюда добавить бусины. И здесь у меня уже подготовлены небольшие деревянные бусины для этих целей и вощеный шнур маленького диаметра, чтобы проходил свободно через эти бусины. Намечаю серединку в кулоне, и вот здесь в образовавшийся виток в газетных трубочках я продеваю вот этот шнур, на него закрепляю бусины и так проделываю несколько раз.
На самом деле здесь важна ваша фантазия, вот что вы придумаете, так и будет. Может быть, вы видите здесь какие-нибудь разноцветные бусины, какой-нибудь другой формы. Может быть, вы видите здесь вообще переплетение каких-либо интересных оттенков нитей. Это все ваша фантазия, фантазируйте, вытворяйте, и я уверена, все получится. И ни в коем случае не бойтесь самовыражаться в творчестве, это всегда очень интересный процесс, он нас раскрывает, он дает нам силы и проявляет нашу уникальность и индивидуальность. И мой кулончик полностью готов. Сейчас я креплю шнур, подвеску. Здесь у меня будет обычная завязка, на которой будет висеть кулон. И все, можно его выгуливать. Такой кулон можно сплести в разных других интересных оттенках, под разную одежду, в общем, фантазии нет предела. Мне очень интересно узнать ваше мнение, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете, понравилась ли вам сама идея, понравилось ли вам видео, и я буду очень рада, если кто-нибудь из вас вдохновится этой темой. Ну а у меня уже есть другие интересные идеи на тему украшений из газетных трубочек, которые вы обязательно увидите в следующих видео. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение, легкого плетения вам, дорогие мои. Спасибо большое за ваши лайки, репосты в соцсетях, за ваши комментарии, вы меня очень вдохновляете на новые интересные видео для вас. Увидимся в следующих видеотрансляциях. Пока-пока!